Всем привет, ребята! Сегодня у нас обзор на собранную ракетку. Мою мечту, так скажем. Я уже делал распаковки на основание и на две накладки, которые на этой ракетке. Они будут в конце видео. В конце этого видео будут прикреплены видео к предыдущим распаковкам, что тут наклеено. Вот, просто хочу сделать краткий обзор вот на эту сборку. Вискария, основание Вискария FL. Поиграл уже 2 недели я этой ракеткой. Очень она меня радует. В том плане, что основание Вискария и накладка Hurricane 3 националка на синей губке 39 градусов. Жесткость 2,2 толщина. Просто идеальное сочетание основания и данной накладки. Как по мне, не зря китайцы именно этой сборкой и играют в своих национальных лигах. Китайцы, конечно, продуманы. Идеально. По ощущениям, в общем, вкратце могу сказать так, что эта накладка, ей можно и тухлить, и подрезки она делает четкие, то есть запилы можно делать такие, что мама не горюй. И скрадывает она кручение, которое тебе прилетает, в общем, что-то наподобие шипов или антиспина, я даже не знаю. В общем, ты сможешь затухлить любой шар как угодно. Как угодно можешь его затухлить. И также можешь ответить силовым ответом. То есть тебе прилетает мощный топ-спин, ты можешь его усилить в 2-3 раза, если захочешь, этой накладкой. И сделать еще мощную перекрутку ей. То есть охрененная универсальная накладка для всех типов игры. Вот что я могу подытожить в сочетании вот с этой деревяшкой. Но у меня складываются именно вот такие впечатления. За эти 2 недели уже успел ее коцнуть. Буквально вчера это для меня была вообще трагедия, конечно. Такая шикарная накладка и, блин, вот такая вот ерундовина получилась, блин, на ней. Вообще нехорошая. Прям очень сильно расстроился. Не в плане того, что в деньгах так стоит 6 тысяч накладка, не в плане денег, а в плане ожидания, что я так долго ждал. Обидно было. Напишите, кстати, в комментариях, что можно с этим сделать. Как можно исправить вот такой косяк. Что-то наклеить может, переклеить, заклеить, какую-то заплатку сделать. Может, есть такие варианты какие-то. Ребята, всем, так сказать, жду ваших комментов на эту тему. Потому что ракетка очень мне дорога. Ну, в плане того, что вот очень нравится мне она. Прям идеальная ракетка для всех типов игры. Вот 100% говорю, ребят. Собирайте, не пожалеете. Потому что в 2020 году, если вы внимательно смотрите за ситуацией на теннисных турнирах, китайских особенно, многие китайцы вот именно вот такой сборкой играют. Именно такой сборкой. А на второй стороне у меня наклеена китайская подделка Butterfly 0.5 за 1000 рублей. Я купил на Алике. Также будет ссылка на мой видос в описании. И в описании, и в конце этого видео. И где я ее покупал. Все эти ссылки будут в описании. Она мне вообще не подходит. Не подходит в том плане, что очень она пружинистая, сволочь. Вот мяч тебе прилетает, ты вроде хочешь такой тухлый блок оставить от этого шара, а она пружинит, блин. Пружинит и отскакивает нормально. Ты хочешь затухлить, а она пружинит. Также ты хочешь какую-то короткую подрезку сделать, блядь, не получается, у тебя шар вылетает. То есть это надо какой-то еще навык иметь дополнительный. То есть если вот это
ракетка откликается просто идеально, вот это, ну, вот это я имею в виду, накладка идеально, вот ты хочешь затухлить, ты определенные усилия прилагаешь, вот она, вот какие усилия ты приложишь к ней, так она и затухлит, то есть идеальный отзыв от того, что ты от нее хочешь. Тут же я не могу. И отскакивает как-то немного непредсказуемо. Ну, это китайская подделка. С другой же стороны, как и мне говорят, что баттерфляи, они все такие пружинистые. Ну, мне пружинистый вот этот отскок, как бы мне он нафиг не нужен, как бы. Я считаю, вот с этой накладкой можно идеально отработать именно технический элемент. То есть технический навык можно с ней наработать, набить руку, так сказать. А с этой технический навык гораздо труднее наработать. То есть отскакивает хрен поймешь как, и из-за этого, ну, сами поняли, как можно что-то там оттренировать, если у тебя мяч летит хрен знает как. Пружина это, блин, так называемая. Поэтому буду переклеивать ее. Скоро мне придет накладка ДХСовская. 35 градусов жесткости, самая мягкая в своем роде. Тоже третий Hurrican за 1500 рублей. Вот я бы знал, честно говоря, я бы не стал брать Butterfly, подделку китайскую, а взял бы сразу Hurrican. То есть это 1000 рублей стоит китайщина, подделка. И есть оригинал ДХС 30 за 1500. Ну, зачем мне брать китайскую подделку, когда можно ДХСовский китайский оригинал взять? Смысла абсолютно я лично в этом не вижу. Можно вот эту китайскую подделку могут брать смело магазины. От оригинала хрен отличишь. Другое дело, что упаковка изменилась. В том видео вы видели еще на старой упаковке. Ну, можно и спиздеть. В магазине старый закуп, сделать скидку. Ну, все маркетинговая, так сказать, херня. Ну ладно, мы отвлеклись. В общем, вот. Собранная моя ракетка. Я просто счастлив. Вот эта накладка меня, конечно, напрягает. То есть это и можно тухлить, это пружинит, и я не могу. Иной раз путаюсь, как бы хотелось отбить черной стороной, я тухлю, ну хочу затухлить, а сыграю красной накладкой, ну по своему малому опыту, и получается ерунда. То есть я не могу так играть, скажем так. Ну, в общем, все. Вроде все то, что хотел сказать, я сказал. Собирайте себе хорошие ракетки, ставьте комментарии. Пальцы вверх. Всем пока.